мужчину по имени Джаред, который 3 года лежал без сознания в клинике города Хьювен-Сити, готовились отключить от аппаратов. В этот момент его собака, крупный карамельный метис по кличке Брауни, внезапно впала в панику и не подпустила никого к кровати. В коридоре поднялась суматоха. Брауни лаял, бросался на персонал, переворачивал стойки и подносы, перекрывая путь врачам и медсестрам. Даже приехавшие пожарные не смогли приблизиться. Пес яростно защищал хозяина, будто понимал, что происходит. История Джареда начиналась 3 года назад, когда он потерял сознание прямо у входа в больницу. Его тащил за ошейник Брауни, отчаянно привлекая внимание прохожих. Никто не знал, что мужчина дома почувствовал резкую боль и пытался сам дойти до клиники. С тех пор он не приходил в себя, и его семья, 2 взрослых сыновей, со временем смирилась с тем, что отец никогда не проснется. Брауни же не смирился. Он жил рядом с кроватью Джареда круглые сутки, стал частью больницы и всеми любимым. Но в день, когда врачи решили отключить оборудование, пес словно сорвался с цепи. Он перегородил весь проход и сделал невозможным любое действие. Пока персонал думал, как безопасно убрать собаку, произошло невероятно. Лежавший без движения мужчина начал шевелиться. Сначала дрогнули пальцы, затем открылись глаза. Мониторы запищали, Джаред возвращался к жизни. В палате стояла тишина, пока он, с трудом фокусируясь, не произнес: «Ты спас меня, мой друг», обращаясь к Брауни. Он утверждал, что все это время был между мирами и видел происходящее вокруг, будто находясь вне тела. По его словам, единственной нитью, связывающей его с реальностью, был Брауни, который чувствовал его присутствие даже тогда, когда никто другой не мог. Джаред рассказал, что в последние дни, когда медики готовились отключить аппараты, он все сильнее ощущал отчаяние своего пса и понял, если сдастся, Брауни останется один. Именно это подтолкнуло его собраться и вернуться в тело. Его внезапное пробуждение врачи назвали чудом. История быстро распространилась по всему Хьювен-Сити. Джаред восстановился, начал давать интервью и часто повторял: «Брауни не просто собака. Он мой ангел-хранитель». Он восстановил дом, сделал для пса отдельную комнату и больше никогда его не отпускал. Они стали символом верности и надежды для всех, кто встречал эту историю.